Если бы камера не записывала, мы бы не поверили тому, что сделала та собака с младенцем. Родители спорили неделями. Отец клялся, что золотистый ретривер опасен. Мать умоляла дать последний шанс. Было установлено видеонаблюдение. На таймере 10 минут. И то, что они увидели, повергло их в оцепенение. Малышка смеялась. Собака наблюдала. И когда пылесос приблизился к ней, истина открылась. Прежде чем начать смотреть, не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться, чтобы не пропустить еще одну трогательную историю вроде этой. Утро началось с очередной ссоры. «Я устал спорить, Мариса». Джордан со всей форс ударил ладонью по кухонному столу, и ложка подпрыгнула и звякнула. «Эта собака уходит из дома. Я уже позвонил в приют. Сегодня пришлют кого-нибудь забрать его. Неважно, как ты это назовешь. Он не в безопасности». Руки Мариссы крепко обняли ее дочь, которая сидела у нее на коленях в розовой толстовке с маленькими цветочками на рукавах. Малышка моргнула, испуганная криками. Мариса тяжело вздохнула, пытаясь держать голос ровным. «Ты ничего не отправишь никому. Он ни в чем не виноват, Джордан. Ни в чем. Ничего не так, так и...» Ответил Джордан, покраснев. «Ты видишь, как он сидит там на ковре в гостиной, словно ястреб, дышащий ей в затылок каждый раз, когда она ползет. Одна ошибка, и ей конец. Хочешь дождаться этого момента?» «Я не хочу». Марисса пожала плечами и сжала челюсть. «Ты не понимаешь. Он не ждет причинить ей вред. Он охраняет ее. Он знает, что она маленькая. Он знает, что она нуждается в нем». Джордан фыркнул, горько усмехнувшись. «Он же просто собака, он ничего не знает. Ты слепа. И если ты думаешь, что я позволю тебе рискнуть жизнью нашей дочери из-за твоих чувств к какому-то псу, ты не в своем уме». Слышав голос Джордана, пес поднял голову, глаза не моргнули. Он не подошел к ним, даже не моргнул. Но взглядом следил за малышкой. Мариса почувствовала стеснение в горле. Ее инстинкты завопили внутри, и хотя она не могла выразить это словами, она знала, что Джордан не прав. «Если ты так уверен, докажи это», — неожиданно резким голосом ответила она. Джордан моргнул. «Что? Доказать?» — повторила она, встала и прижала ребенка к груди. «Поставим их вместе. 10 минут. Только собака и она в гостиной. Мы установим камеру. Если он так опасен, как ты говоришь, ты все увидишь. А если ты ошибаешься, признаешь это. Больше никакой разговор про приют». Губы Джордана искривились в презрительной усмешке. «Ладно, 10 минут. И когда это животное докажет, что я прав, ты пожалеешь, что когда-либо защищала его». Марисса с трудом проглотила, страх сдавил ей живот, но она собралась с духом. «А ты пожалеешь раньше?» — резко сказала она. Через несколько минут малышка сидела на ковре посередине гостиной, мигающий красный огонек маленькой камеры на полке был виден. Ретривер лежал всего в нескольких футах. Золотистая шерсть расползалась по полу, грудь ровно поднималась и опускалась, глаза были острыми и постоянными, не отводили взгляда от ребенка. Джордан стоял у двери, руки крепко сцеплены на груди. «Это безумие», — пробормотал он. «Ты ставишь ее жизнь на рулетку». «Помолчи», — ответила Мариса, голос ломался. «Если ты так уверен, давай посмотрим. Перестань говорить». Он тихо зарычал от фрустрации
и захлопнул за ними обоими дверь. Пошли на кухню, телефон был между ними на счетчике и транслировал прямой интернет видеокамеры. На экране их дочь лепетала радостно, маленькие ручки стучали по ковру, она качалась вперед. Ретривер медленно сел, уши насторожены. Губы Джордана искривились. «Вот, посмотри на него». Он снова смотрит. Он ждет. Мариса приблизилась к телефону, ладони вспотели. Он наблюдает, а не ждет. Разница есть. Детка хихикнула, тянулась к нему. Ретривер медленно приблизился, лапы тяжело ступали по ковру, нос оказался в нескольких сантиметрах от ее рукава. Дыхание Марисы перехватило. Джордан пробормотал: «Начинается». «Я говорил тебе». Но затем ретривер сделал нечто неожиданное. Он сдвинулся в сторону, positioned his body между малышкой и углом кофейного столика. Грудная клетка прижалась к полу, образуя барьер. «Что он делает сейчас?» – потребовал Джордан, брови сдвинулись. Рука Мариссы прижалась к рту. Он ее прикрывает. Джордан качнул головой. «Это абсурд. Собаки никого не прикрывают». Затем на записях произошло нечто. Уши ретривера отогнулись назад. Его глаза бросились в левый угол комнаты. Он напрягся, мышцы натянулись, тело чуть поднялось над ковром, взгляд был прикован к чему-то, что двигалось по полу. Малышка снова пищала, не замечая этого, хлопала ручками по ней, но голова ретривера целенаправленно повелась к источнику звука. Из угла кадра медленно на пол кадра въехал робот-пылесос. Его круглый пластиковый корпус гудел, когда он продвигался по ковру. Джордан приблизился ближе, нахмурившись. Это всего лишь пылесос. А что еще? Живот Мариссы похолодел. Ее память вернула, как ретривер не раз визжал и пота отступал, когда пылесос тянул за его шерсть. Дважды она ловила его застрявшим в нем, рычащим и пытающимся освободиться, пока вращающаяся щетка не освободила его волосы. Он ненавидел эту машину. Он знал, что это угроза. А теперь на кадрах пылесос идет прямиком к малышу. Тело ретривера напряглось полностью, грудь поднялась от низкого рыка, глаза сузились, уши прижаты. Он встал на ноги, подошел к ней. Тело принял защитную позу. Рот Джордана открылся, но слов не вышло. Мариса сжала край стола, пальцы белели. Красный свет камеры мигнул, и как только пылесос приблизился, ретривер шагнул прямо перед малышкой, прикрывая ее. Гул пылесоса усилился на видеозаписи, вращающиеся щетки скрипели, он катился прямо к малышу. Она хлопала маленькими ручками, думая, что это очередная игрушка. Визг разносился, когда пластик полз по ковру ближе. Но золотистый ретривер вел себя не как игрушка. Его шерсть стала дыбом, уши прижаты к голове, и шаг за шагом он поставил себя прямо между малышкой и приближающейся машиной. Тело опустилось, мускулы натянуты, грудь полностью закрыла ее от угрожающей опасности. «Посмотри на него», — прошептала Мариса, голос дрожал. «Он защитник». Джордан стянул челюсть, протянул ближе к экрану. «Это просто пылесос, Мариса. Он не...» Прежде чем он закончил, ретривер сделал резкий рывок вперед, своим резким лаем, эхом прозвеневшим через динамик монитора. Так сильно, что оба родителя вздрогнули. Собака опустила нос и сильно шикинула машинку ногой носа. Пылесос дернулся в бок, сенсоры запутались, колеса закружились, ротация изменила направление. Малыш снова захихикал,
подпрыгивая на крохотных ножках, радостно отзываясь на шум. Она стукнула ладошками по спине ретривера, смеясь. Собака не повернулась к ней. Он стоял напротив, неподвижный, наблюдал за тем, как пылесос крутится по новым траекториям, грудь дышала тяжело, пока он, наконец, не исчез из кадра. Ретривер опустился снова на ковер, обойдя малышку так, чтобы его тело закрыло ее сбоку от того места, где пропала машинка. Он положил голову на пол, глаза в дальний угол комнаты, ожидая, когда уборочная машина вернется. Горло Марисы сжалось. Она схватила край стола, слезы подступали к глазам. «Теперь видишь?» – прошептала она Джордану. «Теперь видишь, что он делал?» Джордан не ответил сразу. Из горла у него вышел слабый вздох, лицо стало белым. Он уже не спорил, не ругался, не обвинял. Он просто стоял молча, потрясенный 10 минутами очевидности. Когда телефон зазвенел, Мариса помчалась в гостиную. Джордан неотрывно тягущился за ней. Она упала на колени и схватила малышку на руки. Ретривер поднялся, хвост медленно машет, глаза не сводят с лица ребенка. Мариса погладила его шерсть свободной рукой. Голос ломался. «Хороший мальчик, ты спас ее». Джордан стоял в дверном проеме, гордость разбита, злость исчезла. Он смотрел на собаку, на это существо, которое он называл опасным. Это существо, которое он хотел выбросить. Глоток как будто перехватило горло. Ретривер подошел ближе, нюхал волосы ребенка, она громко хохотала, безопасно в объятиях матери. Голос Джордана наконец сломался непрочно. «Я был неправ». Мариса подняла глаза красные, но она не издевалась. Она не бросила его слова ему обратно. Она просто шепнула: «Ты чуть не выбросил одну вещь, которая держала ее в безопасности». Джордан выдохнул, дрожащий, стыдясь. Он немного наклонился, рука зависла над головой ретривера, прежде чем наконец коснулась ее. Собака не шевельнулась, не моргнула, просто стояла спокойно и уверенно. «Никуда ты не пойдешь», – прошептал Джордан, голос дрожит. «Никогда». Малышка хлопнула в ладоши, словно сама запечатала решение. Поздно вечером, после того, как малыш заснул и дом погрузился в тишину, и Мариса вдову пересмотрела футаж еще раз. Слезы катились по ее щекам. Она прошептала в темноту, голос сырой, но полный благодарности: «Если бы камера не записывала, даже я бы не поверил в то, что вы сделали». Ретривер лежал, свернувшись за дверью детской. Глаза наполовину закрыты, уши еще направлены к слабому гудению пылесоса в кладовой. Он не отдыхал, потому что устал. Он отдыхал, потому что его работа выполнена. И с того дня никто в этом доме больше не сомневался, кто на самом деле защитник. Если эта история коснулась вас, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на новые сильные реальные истории. Поделитесь этим видео с друзьями и близкими. И напишите в комментариях, доверили бы вы собаке или отправили бы ее прочь.